Привет, друзья! Вы смотрите редкое видео. Сегодня я расскажу вам про человека-мотылька, или как его по-другому называют, Мофман. Облик похож на высокого и худого человека с необычной серой кожей. Головы у него нет, однако на том месте, где у нормальных людей шея, у Мофмана два огромных красных глаза и два длинных щели, напоминающих ноздри. Рта и ушей нет. По бокам тела растут огромные крылья, напоминающие птичьи, с перьями. Причем его иногда изображают рукокрылым. Еще с давних пор, в мифологии есть упоминания о людях-птицах. По легенде, первое свидетельство произошло в 1940 году, в США, в небольшом городе Пойнт-Плезант. Его видели примерно в течение года, пока в декабре 1941 года не обрушился мост Сильвер-Бридж, когда погибли десятки людей. Считалось, что человек-мотылек с того времени исчез навсегда. Но это не так. Первые наблюдения. Согласно сведениям Министерства торговли Западной Вирджинии, Мофмана впервые увидели 12 ноября 1966 года. 5 мужчин копали могилу возле города Клинденин, Западная Вирджиния, когда обнаружили странное существо на соседнем дереве. Могильщики описывали его как коричневого человека с крыльями, и свидетели утверждали, что после взлета со своего дерева монстр пролетел над их головами. Но хотя это обычно считается первой официальной встречей с Мофманом, некоторые фольклористы утверждают, что есть и намного более старые сведения. По словам историка Джеймса Гая Джонса, существо было замечено в начале 1900-х годов во время безымянного трагического события, и что оно имело размах крыльев около 3 метров 66 сантиметров. Затем якобы Мофман появлялся во всей Западной Вирджинии во время Первой мировой войны, и, как пишет Джонс, его темно-красноватые глаза, которые блестели в солнечном свете, вызывали страх у всех, кто его видел. Затем существо предположительно появилось несколько раз после Второй мировой войны. В одном инциденте, описанном историком Аароном Манке, двое автомобилистов ехали по шоссе в 1961 году, когда серое существо, покрытое перьями или мехом, ступило на дорогу, прежде чем улететь. И всего за несколько дней до того, как могильщики увидели гуманоидную особь с крыльями в 1966 году, группа национальных гвардейцев якобы заметила коричневое существо, парящее с дерева на дерево возле Пойнт-Плезанта. Инцидент на заводе. Через 3 дня после появления на кладбище в Клинденине Мофман впервые появился на заброшенном военном заводе в лесу возле Пойнт-Плезанта. Этот объект был закрыт после Второй мировой войны. К 1966 году он служил местом свиданий влюбленных. Это объясняет, почему две супружеские пары, Роджер и Линда Скарбери, Стив и Мэри Малет, ездили по заводу поздно вечером 15 ноября. К сожалению, их вечер был испорчен, когда четверка увидела странное существо, скрывающееся в темноте. Когда лучи фар их автомобиля попали на таинственное существо, его глаза начали светиться красным, но сначала жуткая сущность не обратила на пары никакого внимания. Тем не менее влюбленные, по понятным причинам, были взволнованы, и поэтому они постарались уехать как можно быстрее. И именно тогда монстр начал преследовать их. Существо полетело за машиной, и испуганный Роджер Скарбери утверждает, что, несмотря на то, что он ехал со скоростью 160 км в час, Мофман не отставал от авто. Хуже того, существо издавало при этом ужасный скрипучий звук. Только когда пары достигли Пойнт-Плезанта, монстр исчез. Все четверо прибыли в полицию, и когда полицейские решили провести расследование, они предположительно увидели что-то большое, летящее по воздуху. Вскоре местная газета узнала об этой истории и опубликовала статью. Вскоре после инцидента 15 ноября несколько человек заявили, что они также столкнулись с этим существом. Однако неизвестно, сколько свидетелей действительно видели крылатую тварь. Излишне говорить, что все эти отчеты были мечтой репортера. Вскоре предприимчивый редактор текстов из Огайо придумал имя для существа. Вдохновленный телешоу Адама Веста Бэтмена, он придумал слово «Мотман». Именно так стали называть Мофмана. Без сомнения, что-то странное происходило в Пойнт-Плезанте. На самом деле, кажется, что там скрывалось неопознанное существо. Некоторые считают, что Мотман был не просто загадочным животным, а сверхъестественным существом. Есть сведения, что люди в Пойнт-Плезанте начали видеть жуткие сны. Многие признались, что видели плывущие по реке и тонущие предметы, вещи, людей. Прошло немного времени, и эти кошмары стали реальностью. Серебряный мост. Появление Мотмана в ноябре 1966 года действительно было ужасающим.
Но это ничто по сравнению с тем, что произошло 15 декабря 1967 года. Пойнт-Плезант и город Канауга соединял мост через реку Огайо, построенный в 1928 году. Сооружение простояло около 40 лет, но в тот роковой декабрьский день мост рухнул в реку, унеся с собой 31 автомобиль. В общей сложности 46 жизней было потеряно, и трагедия вызвала всевозможные странные теории о том, что произошло. В конце концов, было установлено, что мост упал из-за неисправной перемычки, но некоторые подозревали, что за это отвечает звуковой бум. Другие тем временем указывали на давнее проклятие мстительного индийского вождя. Однако из всех альтернативных теорий наиболее популярной является та, что связана с Мотманом. Многие криптозоологи и эксперты по паранормальным явлениям полагают, что крылатый зверь был или ответственен за крах, или что он пытался предупредить о надвигающейся катастрофе. Так кто же такой Мотман? Это было какое-то неизвестное животное? Или это было нечто сверхъестественное? Следует признать, что существо, похожее на человека, ростом в 2 метрах 15 сантиметрах и с крыльями на спине. Это уже само по себе звучит довольно странно. Неудивительно, что это вызвало столько обсуждений. Многие утверждают, что когда Мотман появился в Пойнт-Плезанте, вокруг города начали происходить всевозможные страшные вещи, начали появляться изуродованные собаки, наблюдалось НЛО, телевизоры загадочным образом сгорали, телефоны сходили с ума, звоня в любое время дня и ночи. Есть множество догадок и теорий, но мы рассмотрим самые известные. Теория птиц. Разумеется, были и есть люди, которые считают, что Мотман – вымысел чистой воды. По одной из версий, он был всего лишь крупной птицей. Птичья теория возникла, как только человек-мотылек появился впервые, и местный шериф заявил, что это была цапля. Позже, профессор из Университета Западной Вирджинии предположил, что монстр, возможно, был канадским журавлем, который каким-то образом забрался так далеко за пределы своего ареала. Эти существа могут достигать 1 метр 50 сантиметров в высоту и иметь размах крыльев около 2 метров, что могло бы легко напугать жителей Пойнт-Плезанта, которые не привыкли видеть таких больших птиц. Но хотя цапли и журавли являются главными подозреваемыми, у них есть и соперник – сова. Эти птицы не столь велики, зато при определенных условиях их глаза могут бликовать красным. Так что, возможно, свидетели Мотмана видели какую-то птицу со светящимися глазами и в состоянии страха переоценили ее размеры. И как только слухи о предполагаемых наблюдениях распространились, все больше и больше людей начинали паниковать, волнуясь, когда видели, как глаза совы сияют в темноте. В конце концов, что более вероятно, что Пойнт-Плезант посетил человек с крыльями, или этот обеспокоенный горожанин просто испугался местной дикой природы. Верите ли вы в человека-мотылька или нет? Вы не можете отрицать влияние, которое это существо оказало на Пойнт-Плезант. В начале 2000-х годов в городе была воздвигнута статуя монстра высотой 3 метра 70 сантиметров с лицом насекомого и красными глазами. На сегодня у меня все. Берегите себя.